Как проходили съемки? Масштаб, всюду копы, огонь, Питер орал. Каждую третью смену мы снимали какие-то сумасшедшие невероятные трюки, погони, массовые драки. Для этого Тихону пришлось очень много тренироваться. Конечно, никаким ни пауэрлифтингом, ни бодибилдингом, ничем таким я не занимался никогда. Ну, максимум я бегать люблю, ну вот бегал. В мои обязанности входило создание хорошей физической формы, чтобы была хорошая сепарация мышц, разделение мышц и рельеф. Чтобы он был функционален, в меру накачан, чтобы это не мешало его подвижности съемкам фильма, чтобы выглядел круто, харизматично, атлетично. Несколько сразу ребят тренируют, чтобы и там на 2 города. То есть ребят так ответственно подошли к этому. Тихону приходилось заниматься и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И с тренером, который с ним работал в Москве, мы вели переписку. Я ему рассказывал о своем плане тренировок, он все это анализировал и строил тренировки уже в соответствии с тем, что мы делаем в Питере. Нужно было сформировать атлетичное тело. Это прежде всего раскрытая грудная клетка, широкие массивные плечи, крепкие руки и самое главное – это рифленый точеный пресс с узкой талией. Хотели такой взять референс какого-то такого цыгана из Большого Куша, какого-то сушеного жилистого человека, потому что это и мне ближе, потому что я худощавый со сложением. Тренировочный день Тихона в тренажерном зале выглядит приблизительно следующим образом. Он приходит, естественно, не голодный. Спустя 2 часа после приема пищи пробежка на беговой дорожке, порядка 10 минут. Дальше мы выполняем упражнения на растягивание всех основных групп мышц для того, чтобы избежать каких-то неловких защемлений. Дальше следует комплекс разминочных упражнений с амортизатором. И после этого переходим уже к силовой тренировке, либо функциональной. Как правило, мы начинали с плечевого пояса. Это был жим штанги лежа. Тихон жал порядка 100 килограмм. Дальше шли брусья, сведения в тренажере, обязательно были подтягивания и большое количество упражнений на пресс. Когда делаю пресс, я плачу и зову маму. Мне хочется к маме, когда я делаю пресс. Мне хочется плакать, потому что это боль и страдания делать пресс. И в итоге, после всех этих изнурительных тренировок, как силовых, так и функциональных, большого количества кардио, круговых тренировок, упражнений на пресс, мы пришли к отличной спортивной форме. Тихон очень талантливый человек, он очень исполнительный профессионал, который готов жертвовать собой, своим личным временем ради достижения результата. Результат оказался ошеломляющим, все довольны, Тихон доволен, картинка изумительная, Тихон молодец. По сценарию, да, там куча всего, всякой движухи, всякой беготни, драк. Но, в принципе, ребята, каскадеры посмотрели и сказали, что все есть. Тихон вообще молодец. Мы с ним много общались, много тренировались. До съемок реальных боев мы очень долго с ним проходили именно вот эту физическую часть, хореографию. Он очень хорошо запоминает, у него есть какая-то база, он хорошо физически развит. Я в детстве занимался, там, немного единоборствами разными. То есть в институте, естественно, пластика движения, танцы. То есть, в принципе, я пластичный человек. То, что мне запомнилось, это была полная цикличная боевая хореография. Сцена была в казино, где мы готовили Тихона, он раскидывал там хулиганов. Это была лестница. Лестница была не как делают в Америке, они все подтяжи, все рисуют, все мягкое. Мы работали на реальной лестнице. И сделали это максимально безопасно для всех, для актера, для каскадеров. Каждому трюку был свой подход, своя подготовка. Очень много было трюков, мы летали на трассах, врезали в стену. Больше мне нравилось выполнение роли хулигана, где мы били тачки, это было круто. Мы собрали всех в кучу, выбрали 10 самых отбитых и ходили с ними по улице, выстроили декорацию и сказали: так, вот эту штуку ломайте. И они шли ее ломать, а мы это снимали. Теперь вот эту штуку ломайте. Они шли и ломали, и мы это снимали. Это было живо, это было по-настоящему. Вот эту штуку давайте подожжем, они ее поджигали. Это все были наши вещи, мы не портили Петербург. Это было очень по-детски, знаете, когда ты можешь почувствовать себя ребенком, которому можно все. И все чувствовали себя ровно так же. Это было очень классное ощущение, которое в целом отражает какое-то умонастроение в процессе съемок фильма. Мы просто классно провели время, очень здорово, но при этом были заняты серьезным делом.